Доброго времени суток, дорогие подписчики и просто гости канала Кастомайзер. Сейчас 2 часа ночи или же утра. Большинство людей уже спит, а я вот только на сегодня заканчиваю работу. Как можно видеть, сделал наращивание по внутренней части арки. Вот так это выглядит. Здесь подрежу по вот этой вот линии, ну чтобы было вот как здесь ровно. Это делаю для того, чтобы подготовить вот эту часть и эту части расширения для снятия матрицы. И забегая вперед, деталь будет иметь вот такую внутреннюю часть, и то, что будет лишним, я ее просто подрежу столько, сколько мне нужно. И это все, короче говоря, сделано с запасом. Также в будущем эти нарощенные части будут играть роль для крепления подкрыльников. Точнее, вот в этих частях в будущем, возможно, и крепления я сделаю другими. И здесь будут установлены кастомные подкрыльники уже третьего варианта, так как ранее я делал уже 2 варианта, которые не то чтобы мне не нравились, просто можно сделать еще лучше. Если рассматривать работу по степени тяжести, то здесь, как можно видеть, сплошняком идет до этого места. Здесь, конечно, нужно все отмерять, примерять, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Отмерили, отрезали, зафиксировали. Здесь в этом месте стык сделан ровно, продолжение, как и здесь в месте плоскость двери и порога. Также здесь четко, при открытии двери ничего нигде не мешает. Здесь также сделано все с запасом. После сколько нужно, столько отрежу. Момент по двери тоже здесь все вот так. Тут уже пришлось немного заморочиться, так как здесь идет сначала вот так, а потом вот так. С обратной стороны сделал укрепление, чтобы это все держалось, так как нужно снимать, укреплять, шпатлевать кое-какие моменты и уже снимать матрицу. Ну а с этого ракурса внутренняя часть выглядит вот так. Так, и говоря о матрице, это болванка, заднее расширение, которое идет на крыле левом. С нее уже снята черновая матрица. Конечно, не без огрехов, не без ошибок. В будущем, уже когда я буду снимать уже чистовую матрицу, я этих ошибок не допущу и, так скажем, сделаю работу над ошибками. Ну и вуаля, та самая черновая матрица. Это у меня получается самая первая черновая матрица и одна из самых больших матриц, потому что у меня заднее расширение получается самым большим, имеется в виду по детали. И многосоставная получилась, потому что если делать все в одну матрицу, я бы потом не извлек болванку из матрицы, и вся бы работа, которая была, пошла бы на смарку. Как я говорил, здесь нужно кое в каких местах подшпатлевать, краску содрать. В идеале, конечно, было бы, чтобы получилось вот так, но что имеем, то имеем. Это уже неплохо. Можно это все шкуркой обработать, кое-где подшпать. Вот здесь, вот в этих местах получились кратеры. Но это уже что-то похожее на завершение, так скажем, одной из деталей. И как только я сниму, обязательно вам покажу, что получилось, какая деталь получится из этой черновой матрицы. Вот такой короткий видеообзор о проделанной работе у меня получился. Ставьте лайк, если понравилось.
Не забывайте подписываться на канал. Всем до новых встреч и увидимся в следующих выпусках. Всем пока.